Добрый день, дорогие друзья! Хочу предложить вам а, комплекс утренней физической зарядки. Смысл зарядки в том, чтобы пробудиться ото сна и подготовить свое тело к движениям в течение всего будущего дня. Да? Значит, что первое? Первое, самое лучшее– это зарядиться энергией. Помните, мы говорили, что у нас есть чакры, да? Значит, собираем пальчики все вместе, и по каждой чакре, по часовой стрелке, наше тело циферблат, стрелочка идет вот так, вот в этом направлении прокручиваем каждую чакру, ну, сколько вам не лень будет, хотя бы там раз по 30 можно прокрутить. Первая чакра– промежность, вторая чакра над лобковой костью, третья чакра над пупком, четвертая– сердце, пятая– щитовидная железа, шестая– самая высокая часть нашей головы, и восьмая чакра, вот левая подреберье. Вот 8 чакр мы прокрутили там по 30 раз, да? Вот уже энергия пошла по нашему телу. А дальше нам нужно как бы немножечко размять, привести в порядок свои суставчики. Ну, начнем с шеи. То есть круговые движения в одну сторону 3 раза, медленно, только не резко, и в другую сторону 3 раза. Вот таким образом делаем. Потом поворот, напрягли шейку в другую сторону. Напрягли тоже по 3 раза. Наклон в одну сторону, в другую сторону. И тоже по 3 раза вот повторили. Вот таким образом мы как бы уже привели подвижность своей шеи в порядок. Дальше приходим к плечевым суставам. Ну, можно, конечно, и вот так вот делать, да, размять их. Можно вот так размять, а еще лучше вот так. Вот. Но самый простой вариант– это круговые движения. Вот. Раз в одну сторону 3 раза, в другую сторону 3 раза. А для того, чтобы сразу размять не только суставы, но и весь плечевой пояс, лучше делать одновременно. То есть, например, вот так и потом вот так. А еще лучше в противофазе. Вот таким образом и вот таким образом. Вот. Тогда вы разминаете не только сами плечевые суставы, но и весь плечевой пояс. То же самое в локтях. 3 раза в одну, 3 раза в другую. То же самое в кистях. 3 раза в одну, 3 раза в другую. Переходим дальше, на туловище. Повороты я показал. Можно таз на месте, да, а плечевой пояс относительно таза сворачивается. Вот будет тренировка мышц туловища. И дальше переходим на таз. Вот еще для туловища можно еще вот это поделать. Вот наклонились сюда, потянулись и сюда. Все по 3 раза делаем. Переходим к тазу. Движения круговые. В одну сторону 3 раза, в другую сторону 3 раза. И в йоге есть очень хорошее упражнение, называется волна. Когда мы как бы гоним волну по прессу. Вот такое движение. Соответственно, и таз. Таз нужно вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. То есть вот это все проделали. Тазобедренные суставы. Соответственно, крутим ногой в одну сторону и потом в другую сторону. Вот в эту сторону 3 раза и в эту сторону 3 раза. Потом другой ногой то же самое. В одну сторону 3 раза и в другую сторону 3 раза. С максимальной амплитудой. Колено. Также поднимаем и в одну сторону 3 раза, и в другую сторону 3 раза. И с другим коленом то же самое. Стопа тоже приподняли в одну сторону 3 раза, в другую сторону 3 раза. То же самое другая стопа. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о том, как быть здоровым. И сегодня мы дошли до темы мышечного расслабления. Каким образом расслаблять мышцы? Во-первых, зачем это нужно? Нужно это элементарно просто, потому что наша мышца имеет 2 функции: напряжение, расслабление. И постоянно все, что мы делаем в жизни, мы делаем с помощью мышц. И мышцы то сжимаются, то расслабляются, то сжимаются, то расслабляются. И чем больше они сжимаются, тем больше в них остается волокон, которые не расслаблены. То есть чем интенсивнее мышечная нагрузка, тем больше волокон остаются пожизненно в напряженном состоянии. В спорте такие мышцы называют забитыми.
есть волокна забитые, то есть они постоянно находятся в напряжении. Если вот мы легли, мы думаем, что вот наши мышцы расслаблены. Да, мы расслабили, но мы расслабили только те волокна, которые не потеряли способности расслабляться, которые расслабились. Да, они расслабились. А часть волокон осталась напряженной, и они не расслабляются никогда. Вы спите, а они остаются напряженными. Что бы вы ни делали, они остаются напряженными. И с течением времени, чем больше мы напрягаемся, тем больше накапливается вот этих самых нерасслабленных волокон, забитых. Когда-то их количество доходит до того уровня, что начинают раздражаться болевые рецепторы. И тогда появляется боль. Боль мышечная. Больше 90% болей – это боли мышечные. Именно вот вызванные вот этими самыми накоплением вот этих забитых волокон, которые никогда сами не расслабляются. Существует только два, известных мне, во всяком случае, способа расслабления этих волокон. Либо это спортивный массаж, раздавливающий, силовой. Надавил, подержал или надавил, размял, да? Тогда вот эти вот волокна расслабляются. А второй способ, то, что я хочу предложить как раз вам для самостоятельного использования, это статическая растяжка. Если мы растянули мышцу и подержали ее в расслабленном состоянии, вот эти самые забитые волокна, включаются рефлексы из головного мозга, которые самые вот эти забитые волокна расслабляют. Вот принцип очень простой. То есть все растяжки должны выполняться в статическом режиме на растяжение, не на напряжение, а на растяжение. Да? И не менее 2 минут. Тогда будет толк от этих растяжек. Тогда вы вот эти самые забитые волокна будете расслаблять. А зачем их расслаблять? А дело в том, что, как мы сказали, с течением жизни у нас они накапливаются. И чем дольше мы живем, тем больше мы накапливаем вот этих мышечных напряжений. Естественно, чем больше, интенсивнее у человека нагрузка, там спортсмен, например, тем больше они накапливают этих забитых волокон. И когда перестает человек постоянно, регулярно давать эту самую физическую нагрузку, с возрастом, да, уже мы ведем менее активный образ жизни, эти забитые волокна начинают проявляться. А проявляются как они? Они ограничивают объем движения мышцы. Вся мышца в норме должна вот так сжаться и вот так расслабиться. Да? А вот эти забитые волокна не дают ей. Они мешают и сжаться, и расслабиться. И, соответственно, ограничивается объем движения мышцы. А ограничение объема движения каждой мышцы вызывает ограничение объема движения в суставах. И когда человек уже не может полноценно поднять руку, а вот так и все, и дальше нет. И так во всех суставах. И формируется то, что мы называем старческим стереотипом движения. Когда человек не идет нормально, полноценно, у него все двигается, да? А когда он его еле-еле ноги передвигает и ножку на трамвай поднять, на подножку трамвая поднять не может. Почему? А потому что у него накопились вот эти самые забитые волокна. Мышцы, которые не могут полноценно сжаться и расслабиться. Естественно, человеку проблема. И двигаться, и ходить, и вообще жить мне это мешает. Но мы привыкли, что нам говорят, это старость. Это не старость, это просто накопленные забитые волокна. И в любом возрасте, независимо от того, сколько вам лет, вы имеете возможность двигаться полноценно. Просто-напросто расслабив с помощью статической растяжки вот эти самые забитые волокна. Только надо этим заниматься. Вот сегодня мы хотим как раз вам рассказать о том способе, каким образом вам эти волокна расслабить. Конкретно покажу растяжечки прямо для всех основных мышечных групп. Значит, начнем сверху вниз. Принцип общий я сказал, озвучил, повторю еще раз. Мышечную группу, которую мы хотим расслабить, нужно растянуть и подержать в растянутом положении в статическом режиме 2 минуты, не меньше. Больше, пожалуйста. Только лучше, но не меньше, чем 2 минуты. Потому что через 2 минуты только начинается эффект. Хорошо, начали. Пойдем с мышц головы и шеи. Да? Основная проблема, которая дает нам головную боль, это 3 варианта головной боли. Головная боль может быть вот в темечке, теменная область. Да? Чтобы от нее избавиться, достаточно просто вот так вот кожу как бы растянуть. В одну сторону, в другую сторону потянуть кожу на волосистой части головы во все стороны. Вот где болит, там и тянуть нужно. Сразу же, вот у меня ничего не болело, да?
Вот сейчас поделал, сразу прям ощущение холодок пошел. Такой приятный холодок, и голова как-то расслабляется сразу. То есть вот таким способом. Жевательные мышцы, вот они находятся на висках вот здесь и вот здесь вот на челюсти по бокам. Их расслабление, их напряжение вызывает, во-первых, головную боль в области висков. Во-вторых, эти мышцы напрягаются, когда мы нервничаем, когда стресс какой-то, мы что делаем? Мы зубки сжимаем. Сами того не осознавая, мы обязательно при стрессе сжимаем зубы. То есть вот это сразу напряжение. А почему это плохо? Помимо того, что это вызывает головную боль в области висков, это еще нарушает венозный отток из полости черепа, потому что это напряжение смещает височные кости кпереди, они передавливают там на основании черепа веночку, по которой из полости черепа идет венозный отток из венозной крови из черепа. И, соответственно, нарушение венозного оттока вызывает переполнение, так называемую гидроцефалию в черепе, вот, и тяжесть в голове, головные боли, ну и прочие неприятности. Отеки на глазах, отеки вокруг глаз – это тоже признаки никакого отношения ни к сердцу, ни к почкам не имеет. Это признаки нарушения венозного оттока из черепа. И убирается тоже расслаблением вот этих мышц. Два варианта расслабления. Раньше я всегда показывал, и в книжке тоже есть. Берете пальчики, кладете на зубки нижней челюсти и оттягиваете челюсть вниз и держите 2 минутки. Вот таким образом. 2 минуты держать. Можно по-другому. Можно взять какой-то предмет. Ну, лучше всего, наверное, вот самое простое. Мягенькую пробку из пробкового дерева от вина. Только она должна быть высокой, достаточно длинной. Да? И просто вставить между зубами и также 2 минутки подержать. Чем это лучше? Тем, что пальчики не устают, не болят, потому что зубы острые, больно пальцы. Вот. И вы рефлекторно не расслабляете челюсть, не отпускаете ее. Поставили и 2 минутки подержали. 2 минуты вот так постояли с пробкой во рту. Вот таким образом расслабляются височные и жевательные мышцы. И еще один вариант, который может давать головные боли и вызывать проблемы с нарушением притока крови артериальной к голове, это напряжение затылочных мышц. При этом голова болит либо в затылке, либо во лбу, либо и во лбу, и в затылке, потому что это идет напряжение. Напряжение этих мышц вызывает натяжение оболочки головного мозга. И, соответственно, боль отдает сразу же в лоб, вот сюда, в надбровье. Делается тоже несложно совершенно. Эта боль убирается и расслабляются мышцы. Каким образом? Одна рука кладется на затылок, другая рука кладется на лоб. И вот помните, был такой телефон слайдер, у которого 2 половинки вот так вот смещались. Вот именно вот это вот смещающее движение по типу слайдера, когда рука, которая держит затылок, тянет вверх, а рука, которая на лбу, сдавили немножко и тянет вот такое вот противоположное направление движения. Это рука на лбу тянет вниз. Вот такое движение. И подержать. Можно еще немножечко вот так прокачать. Это упражнение тоже убирает вот эту вот лобно-затылочную боль. Вот это то, что касается головных болей и мышц, которые связаны с работой головы и могут давать головную боль. Дальше идем. Шея. Основные мышцы шеи, которые создают нам проблемы, это задние и боковые. Чем их напряжение плохо? Они в первую очередь нарушают кровоснабжение головного мозга. Почему? Потому что головной мозг вынесен от всего тела, да, и соединяется со всем телом через шею. И сосуды, которые кровоснабжают головной мозг, идут через шею. 4 сосуда основных, 2 больших толстых – это сонные артерии, и 2 маленьких, узеньких, тоненьких, которые проходят в телах верхних 4 шейных позвонков. Это позвоночные артерии. Их напряжение этих мышц вызывает сдавление позвонков друг с другом и просто чисто механически передавливаются позвоночные артерии. Это нарушает кровоснабжение всех базальных отделов головного мозга. Чем это плохо? Ну, во-первых, здесь и зрение, органы зрения глаза, здесь и уши. И опять-таки
вся кора головного мозга, она тоже завязана в любом случае на кровоснабжение. То есть работа головного мозга, как и любого органа, зависит от достаточного кровоснабжения. С той лишь разницей, что головной мозг требует очень хорошего кровоснабжения. И считается, что практически четверть всего кислорода, потребляемого телом, потребляется головным мозгом, хотя вес его несравненно меньше, чем всего тела. Поэтому кровоснабжение головного мозга нарушать нельзя, и организм это знает. И напряжение вот этих мышц приводит к компенсаторному повышению артериального давления. Да? Почему? Да потому что, чтобы через сосуд меньшего диаметра за единицу времени проходило столько же крови, как раньше проходило через сосуд большего диаметра, нужно поднять давление в системе. Организм это знает, повышает давление, и, соответственно, мы бежим к врачу, вот у нас высокое давление. А нужно не употреблять гипотензивные средства, снижающие это давление, а просто-напросто восстановить условия кровоснабжения головного мозга, то есть расслабить задние и боковые мышцы шеи. Кроме того, напряжение боковых мышц шеи может давать боли или чаще онемение в руке. Вот, чаще всего это онемение, боли реже, но бывает и боли. Вот, соответственно, идущие в руку часто бывает в ночное время возникают, часто при каком-то неправильном положении руки, там говорят, отлежал руку. Вот это все связано с напряжением вот этих боковых мышц шеи. Значит, как их расслабить? Показываю два варианта. Первый вариант на стуле. Взяли стульчик или кресло, то есть вам нужно что-то со спинкой, или можно, если табуретку, то придвинуть ее к стенке, чтобы вы могли откинуться, облокотиться на что-то. Вот сели, развалились, то есть вот расслабились, полное расслабление, ножки вперед вытянули, все. Вот. Голову повесили вперед, она висит без напряжения, без всего. Просто вот сколько она может, вот висит. Ручки взяли в замок и тоже повесили, просто повесили на голову, без напряжения. Они не давят, они ничего. Голова висит и руки на ней висят. Вот. И так 2 минутки. Вот таким образом расслабляются задние мышцы шеи. После этого руками поставили голову в вертикальное положение, положили, опустили ее вот так на бок уже. Рука противоположная просто висит, не лежит здесь где-то, а висит. Вот. Голова тоже висит в сторону. И на одноименную руку просто повесили на голову. Вот таким вот образом. Вот она лежит на голове, голова висит, рука висит на голове, и под тяжестью головы и руки вот эти боковые мышцы начинают растягиваться, расслабляться. Тоже 2 минутки. Потом взяли, поставили голову прямо, и в другую сторону то же самое. Обращаю внимание только, да, когда делаете, не должно быть вот такого положения. Почему? Потому что вот так рука не висит, вам ее нужно держать, иначе сама она упадет. Руку нужно класть на голову вот так, чтобы она сама висела, чтобы не надо было ее держать. Потому что если вы приходится вам держать руку, она падает, вы напрягаетесь, и тогда достаточного расслабления получить не получится. Вот. Обязательно будет напряжение, и толку от этой растяжки будет 0. Это вот один вариант исполнения этих растяжек. Его удобно выполнять на работе тем, кто имеет какой-то сидячую работу, какой-то сидячий образ жизни ведет.